Алгебра, шахматы и камасутра. Что общего у этих слов? Кажется, что ничего, но на самом деле все это подарки миру от одной страны. Страны, которая для одних пахнет специями и благовониями, а для других – уличной пылью и хаосом. Страна невероятных контрастов, где дворцы соседствуют с трущобами, а древние ритуалы вплетаются в сумасшедший ритм мегаполиса. Так в чем же магия Индии? Почему люди, привыкшие к комфорту и порядку, снова и снова едут туда, где этого порядка, на первый взгляд, нет и в помине? Давайте разберемся, в чем же секрет этой великой культурной загадки. И, возможно, вы поймете, что хаос – это всего лишь другая форма гармонии. Если чувствуете, что Индия тянет вас как магнит, поставьте лайк и подпишитесь. Здесь живет ведическая мудрость без купюр. И все самое главное у нас еще впереди. Индия – это не просто точка на карте. Марк Твен, по крайней мере, ему эту фразу приписывают, однажды назвал ее колыбелью человеческой расы. И хотя ученые могут спорить о точных координатах, но нельзя отрицать того факта, что это одна из древнейших цивилизаций на планете. Ее влияние давно вышло за пределы географических границ и так тонко проникло в нашу жизнь, что мы даже этого не замечаем. Утренняя йога, чашка чая масала в любой кофейне, гипнотический саундтрек в голливудском блокбастере – все это и есть отголоски индийской культуры. Но что делает ее такой притягательной? Дело не только в экзотике. Магия Индии в ее многослойности, или, как я всегда люблю говорить, многогранности. Это как огромный древний фолиант, который можно читать бесконечно, каждый раз находя новый смысл. Сегодня мы рассмотрим 3 кита, на которых держится это глобальное очарование. Ее духовность, ставшая мировым трендом, ее искусство, застывшее в вечности, и ее кино, научившее весь мир смеяться и плакать. Готовы? Поехали! Первое. Духовный компас мира. От ашрама до приложения в смартфоне. Начнем с главного, с духовности. Индия – родина индуизма, буддизма, джайнизма и сикхизма. Но дело не только в религиях. Индия подарила миру целый словарь для поиска смысла жизни. Карма, дхарма, ахимса – эти слова из санскрита сегодня можно услышать в любой точке планеты, даже если говорящий не до конца понимает их значение. Главная идея, которую Индия предложила этому миру, она проста и в то же время гениальна. Хочешь изменить мир – начни с себя. Гармония рождается не снаружи, а внутри. Эта мысль, тысячелетиями созревавшая в гималайских пещерах и в древних ашрамах, оказалась на удивление созвучна человеку 21 века, который устал от гонки, потребления и информационного шума. И главным экспортными товарами этой идеи стали йога и медитация. Зародившиеся как сложившиеся философские системы, на Западе они пережили невероятную трансформацию. Сегодня йога – это многомиллиардная индустрия с модными студиями в Нью-Йорке, ретритами на Бали и миллионами видео на Ютубе. Из эзотерического учения она превратилась в универсальный инструмент для борьбы со стрессом и достижения того самого модного состояния well-being. Этот путь на Западе начался не вчера. Еще в 1893 году философ Свами Вивекананда произвел фурор на Всемирном парламенте религий в Чикаго. Просто и доступно рассказал о йоге. Позже, в 20 веке, такие учителя, как Айенгар, буквально создали современную йогу, адаптировав древние практики для западного человека. Они сделали ее понятной, безопасной и, главное, эффективной. Вслед за йогой мир открыл для себя медитацию. Практики осознанности из буддистских традиций сегодня преподают на тренингах в Гугле, используют в реабилитациях ветеранов и вводят школьные программы. Приложение для медитации Calm и Headspace насчитывает сотни миллионов пользователей по всему миру. Индия, сама того не ожидая, дала миру самый востребованный продукт нашей эпохи – способ успокоить ум. И, конечно же, аюрведа – наука о жизни. Эта древняя система медицины признана даже ВОЗ. На Западе аюрведа стала синонимом ЗОЖ. Диеты, массажи и специи, они прочно вошли в индустрию wellness. Что же получается? Духовное наследие Индии просто взяли, красиво переупаковали и продали всему миру? Да, но вот парадокс. Даже в таком, казалось бы, коммерческом виде это все равно работает. Это действительно помогает людям. Индия стала для мира духовным компасом, который указывает путь к себе, даже если этот путь начинается с покупки коврика для йоги.
камень и танец. Как искусство Индии стало вечным. Теперь об искусстве. Это душа Индии, воплощенная в камне и танце. Оно поражает масштабом, детализацией и символизмом. Первое, что приходит на ум, это, конечно же, Тадж-Махал. Но этот мавзолей лишь верхушка айсберга. Тысячи храмов по всей Индии. Вот настоящая каменная летопись цивилизации. Пещерные комплексы Аджанты и Эллоры, высеченные в скалах. Это целые миры, где оживают древние легенды. А храмы Каджураху с его знаменитыми скульптурами. Для индийской культуры физическая любовь – это не грех, а одно из проявлений божественной энергии. Эта традиция живет и сегодня. Взгляните на недавний проект коридора Каши-Вишванатха-Варанаси. Это не просто реконструкция, а возрождение древнего священного пространства в XI веке. И эти традиции не пылятся в музеях. В этом году, в 2025 году, Индия провела очередной крупнейший в мире фестиваль собрания людей, которое привлекло сотни миллионов паломников со всего мира. Это живая история. Но индийское искусство – это не только камень, это еще и движение. Классические танцы – не просто красивые па, это сложный язык, где каждый жест руки и взгляд имеет значение. Танцор рассказывает истории из великих эпосов Махабхараты и Рамаяны. И, конечно же, музыка. Для неподготовленного уха индийская классика может оказаться очень сложной. Но ее влияние на мировую сцену просто огромно. В 60-е годах Джордж Харрисон из «Битлз» открыл Западу ситар. Для западной музыки это было настоящее откровение. Гипнотические индийские мелодии проникли в рок, джаз и электронику, обогатив их новыми гармониями. Знаете, почему индийское искусство так цепляет практически каждого человека? Оно никогда не было просто искусством ради искусства. Его цель – соединить человека с божественным, сделать невидимое видимым. Глядя на фасад древнего храма, вы чувствуете прикосновение к традиции, которая не прерывалась 1000 лет. И в нашем изменчивом мире это ощущение вечности просто бесценно. Третье. Конечно же, Болливуд. Фабрика грез, покорившая планету. А теперь к самому громкому и красочному феномену. Конечно же, это Болливуд. Это не просто киноиндустрия в Мумбаи, которая, к слову, производит больше фильмов, чем Голливуд. Это культурный феномен, успешно экспортирующий индийскую мечту. В чем она заключается? Это мир, где добро всегда побеждает зло, семейные ценности превыше всего. А любовь, конечно же, творит чудеса. Да, сюжеты могут показаться наивными, но в этой прямолинейности и кроется их сила. Болливуд говорит на языке сердца. И делает он это через песни и танцы. Весь мир об этом знает. Для западного зрителя это может показаться странным. Почему герои вдруг начинают петь? Но в индийской культуре это не пауза, а кульминация. То есть способ выразить то, для чего не хватает слов. Сначала Болливуд покорил страны с большой индийской диаспорой. Затем Азию и Африку, где ее ценности оказались ближе голливудского индивидуализма. А с приходом стриминговых гигантов вроде Netflix и Amazon Prime индийское кино стало доступно в каждом доме от Бразилии до Польши. Фильм вроде «РРР», хоть это и Толливуд, но часть общего тренда, доказывает, что язык эмоций и эпического зрелища не нуждается в переводе. Болливуд стал мощнейшим инструментом мягкой силы Индии. Через фильмы мир знакомится с праздниками Дивали и Холи, с индийской модой и природой. Он даже не боится говорить о серьезном, о социальном неравенстве, правах женщин и коррупции. Такие хиты, как «Дангал» и «Три идиота» стали мировыми, потому что они говорят на универсальные темы. В нашем циничном мире, перегруженном сложными историями, Болливуд дарит простую, но невероятно важную вещь – надежду. Надежду на то, что в конце концов все обязательно будет хорошо. И иногда это именно та история, которую мы все хотим услышать. Итак, что мы имеем? Духовность, которая учит гармонии, искусство, которое связывает с вечностью, и кино, которое дарит радость. Но, наверное, главный секрет Индии в ее уникальной способности впитывать, переваривать и создавать нечто новое. Греки, персы, монголы, британцы – все они приходили и уходили, оставляя свой след.
Индия не отвергала чужое, а вплетала его в свой узор, делая его только богаче. Сегодня она продолжает этот процесс, но уже в глобальном масштабе. Использует современные технологии для распространения древних знаний, вплетает западные ритмы в свои мелодии. Она остается собой, будучи абсолютно современной страной. Индия завораживает, потому что она настоящая. Она не прячет свои проблемы за глянцевым фасадом. Она показывает миру все, и запредельную роскошь, и шокирующую бедность, и древние ритуалы, и взлетающие в космос ракеты. В этой честности, в этой оглушительной жажде жизни и кроется ее великая, несокрушимая сила. А теперь хочу услышать ваши голоса. Что значит Индия лично для вас? Оставьте свой ответ в комментариях. Конечно, мы лишь слегка коснулись этого культурного океана. А что в индийской культуре больше всего цепляет именно вас? Может быть, это кухня с ее тысячами вкусами, литература, танцы, храмы, обряды, ведические знания или невероятное разнообразие языков. Делитесь в комментариях, давайте поговорим. Такие разговоры меняют пространство. Если вам откликается духовная Индия, ведическая мудрость, подпишитесь обязательно. Впереди много видео, где мы будем искать смыслы, силу и ответы вместе. Спасибо, что были до конца. До новых встреч!